Всем привет! Меня зовут Елена Ермина. Я рада вас приветствовать на своем канале по вязанию крючком и спицами. Сегодня будем вязать спицами. Предлагаю вам связать из классной новой пряжи. Это новинка. Красивый, стильный, модный джемпер. Джемпер вяжется очень просто. Узор несложный, но красивый, интересный. В этом видео мы с вами разберем принцип вязания узора. Также хочу с вами поделиться схемой вязания. Здесь по этой схеме вы можете выполнить убавки для формирования выреза горловины на детали перед. Делюсь с вами схемой вязания узора. Раппорт узора 13 петель, 12 рядов. К этой модели есть выкройка. По аналогии вы можете выполнить свои расчеты для своего размера. Данную модель джемпера я вам рекомендую связать из пряжи Panda. Производитель торговая марка Astra Premium. Это новинка, классная пряжа с великолепным составом. 75% шерсть, 25% бамбук, в 100 граммах 240 метров. Производитель рекомендует вязать спицами номер 3 и 4. У пряжи Panda есть много разных цветов. Вы можете выбрать любой, который вам понравится. Сейчас в правом верхнем углу появится подсказка, где я делала обзор пряжи премиум Astra и также рассказывала вам очень подробно о пряже Panda. Если вы пропустили это видео, обязательно посмотрите. Все ссылки на интернет-магазин, на пряжу Panda вы можете найти в описании под этим видео и также в комментариях. Пряжа великолепная, она очень нежная, мягкая, не колется и хорошо смотрится в узорах. Вяжется комфортно, быстро. Метраж у нее средний, как раз для вязания пуловеров, джемпера, можно связать кардиганы, жакеты. В общем, вяжите все, что угодно. От носков, шарфы, шапки и все плечевые вещи. Обязательно попробуйте. Расход пряжи для того, чтобы связать данную модель джемпера, примерно 450-600 граммов. Все зависит от того, на какой размер вы будете вязать. Если будете заказывать пряжу по ссылке, которую я вам оставила в описании, то заказывайте на джемпер 3 упаковки пряжи. То есть в одной упаковке 2 мотка. Вес одного мотка здесь 100 грамм. То есть в одной упаковке 200 грамм. Закажите 3 упаковки, это будет у вас 600 граммов пряжи. И вам, конечно же, такого количества обязательно хватит для того, чтобы связать джемпер, пуловер, жакет даже можно связать и укороченный кардиган. А сейчас я вас приглашаю на мастер-класс по вязанию узора. Давайте свяжем его вместе и посмотрим, как он смотрится. Вязать узор я буду спицами. Размер спиц у меня 3,5. Они на съемном тросике. Обзор моих любимых спиц я вам уже делала на канале. Ссылка появится в правом верхнем углу. Если вы еще не смотрели это видео, обязательно посмотрите. Мы сейчас с вами свяжем один раппорт узора. Раппорт узора 13 петель, 12 рядов. Будем вязать с вами 12 рядов и в ширину всего лишь один раппорт. Девочки, сейчас мы вместе с вами свяжем один раппорт узора. Раппорт узора на общей схеме выделен прямоугольником и закрашен темно-серым цветом. Когда вы будете вязать образец узора, для того, чтобы рассчитать необходимое количество петель и приступить к вязанию джемпера, вам необходимо набрать количество петель для того, чтобы у вас образец получился квадратный, 10 на 10 сантиметров. Рекомендую вам начать вязать узор с 3 петель для симметрии узора. Вот они перед прямоугольником. 3 петли для симметрии. Далее вяжете вместе со мной образец узора. И если у вас недостаточно будет количества петель для того, чтобы у вас получился квадрат 10 сантиметров, значит добавляете еще несколько петель по схеме и вяжете образец узора, делайте все расчеты и только после этого приступайте к вязанию джемпера.
А мы сейчас с вами свяжем небольшой фрагмент узора. Для вязания одного раппорта на спице я набрала 13 петель плюс 2 кромочные. Общее количество петель 15. Вяжем первый ряд. Кромочную снимаю. Далее все петли провязываем лицевыми. Я буду вязать бабушкиным способом. Петлю провязываю за заднюю стенку. Кромочную и изнаночный. Второй ряд. Кромочную снимаем, и все петли я провязываю опять же лицевыми. Петлю буду вязать за заднюю стенку. Кромочную и изнаночный. Третий ряд. Кромочную снимаю, 3 лицевых. Провязывать буду за заднюю стенку петли. 1, 2, 3. Накид. 1 лицевая за заднюю стенку, накид. 4 лицевых. Петли провязываю за задней стенки. 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Провязываю за задней стенки. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Одна лицевая за заднюю стенку и кромочную изнаночной. В 4 ряду мы все петли будем с вами вязать изнаночными. Накиды провязываем изнаночными петлями. Кромочную изнаночный. 5 ряд. Кромочную снимаем. Далее вяжем 4 лицевых. 1, 2, 3, 4 петли я провязала за задние стенки. Накид. 1 лицевая. Накид. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И кромочную вяжем изнаночной. 6 ряд. Все петли вяжем по узору. Над изнаночными изнаночные. Накиды изнаночными петлями. И кромочную изнаночной. 7 ряд. Кромочную снимаю. 3 лицевых. 1, 2, 3. Накид. 1 лицевая. Накид. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой за задние стенки. 2 вместе лицевой за передние стенки. 1 лицевая и кромочную изнаночной. Вяжем 8 ряд. Кромочную снимаем, все петли провязываем по узору. Над изнаночными изнаночные. Накиды изнаночными. Кромочную изнаночный. 9 ряд. Кромочную снимаем. 4 лицевых за задней стенки. 1, 2, 3, 4. Накид. 1 лицевая за заднюю стенку. Накид. 4 лицевых. 1, 2,
3, 4, 2 вместе лицевой с наклоном влево за задние стенки и 2 вместе лицевой с наклоном вправо за передние стенки. Кромочную, изнаночный. 10 ряд. Кромочную снимаем, все петли вяжем по узору над изнаночными. Изнаночные, накиды провязываем изнаночными. Одиннадцатый ряд. Кромочную снимаем. 3 лицевых за задние стенки. 1, 2, 3. Накид. 1 лицевая за заднюю стенку. Накид. 4 лицевых за задние стенки. 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 1 лицевая. Кромочную, изнаночный. И крайний ряд раппорта, 12, мы все петли в изнаночном ряду провязываем лицевыми. Девочки, я накид в этом ряду провязала как лицевая скрещенная. Вы, когда будете вязать накид, провяжите просто лицевой. Петлю не скрещивайте с накидом. Так, накиды я здесь провяжу также лицевой петлей. Вяжем по схеме. Кромочную, изнаночный. Все. Связали с вами один раппорт узора. Вот так смотрится изнаночная сторона узора и лицевая сторона. Для того, чтобы рассмотреть узор, конечно же, необходимо связать несколько раппортов и оставить слева и справа петли для симметрии узора. Как вяжется основное полотно для того, чтобы начать вязать джемпер, вы посмотрите схему вязания, я вам оставила. И вяжите по мастер-классу по схеме. Узор очень легко и просто вяжется. Сегодня мы будем с вами вязать красивый рукав в форме крылышка. Как вы видите, у меня узор отличается. Здесь я уже топ постирала, а здесь я вяжу из пряжи, которая у меня идет сразу из мотка. После того, как я постираю готовое изделие, полотно будет более пластичным, струящимся. Рукав состоит из 2 видов узоров. Основная часть рукава связана узором сетка. Разновидностей узора сетка очень много. Сейчас этот узор на пике популярности, очень модный. Его вяжут и крючком, и спицами. И край мы будем обрабатывать вот такими ракушечками, веерочки. Когда так край обработан, работа смотрится более лаконично и завершенной. У меня в наличии всего лишь 1 моток пряжи. Я связала 1 рукав и осталась пряжа на 2 рукав. Длину рукава вы можете менять. Принцип я сейчас вам покажу и расскажу, как он вяжется. Также вот этот объем крыло, назовем его размах крыла, ширина рукава, вы ее тоже можете менять. Если хотите, чтобы он был более пышный, вот такой вот объемный, тогда вы можете за счет изменения узора сделать его более пышнее. Ну и, конечно же, объем рукава, сама ширина, вот эта ширина зависит от того, какое количество раппортов в начальном ряду вы наберете. В группе я вам давала схему вязания рукава, еще раз ее продублирую. Если смотреть на схему, то рукав связан отдельно, и потом он присоединен к основному полотну. Я выбрала способ вязания вязать сразу по кругу, по часовой стрелке, только лишь по лицевой стороне узор, и связать его до нужной длины. Вы можете выбрать способ вязания рукава
Один из двух. Либо попробовать два способа, какой вам больше всего понравится. Я буду вам показывать мастер-класс, как связать рукав по кругу. Будем вязать с вами каждый ряд узора. В процессе вязания вы можете изменить длину рукава. Можно связать укороченный вариант. Будет у вас как оборка смотреться. Вот такая. Тоже сейчас очень модно, вот эти крылышки. Можно вот такой вариант связать. Можно подлиннее или как у меня. Я вязала по схеме, только чуть-чуть вот в конце вот этот рукав расширила. Чуть-чуть на одну петлю в каждом раппорте. И можете вообще его удлинить, связать до локтя, 3/4, 7/8 и удлиненный. То есть все зависит от ваших предпочтений. Ну и, конечно же, от наличия пряжи. А мы сейчас с вами приступаем к вязанию. Давайте я вам покажу, как смотрится начало вязания. Аккуратно, ровно. Рукав лежит строго по линии плеча. Это у меня, потому что все размеры выполнены верно, исходя из моих параметров фигуры. Буквально вчера я получила новый заказ пряжи из своего любимого интернет-магазина.